В истории разных культур складываются своеобразные рейтинги наиболее значительных явлений, отражающих траекторию движения их национального духа. В этом рейтинге тайны немецкого духа среди многих, без всякого сомнения, философ Кант с его категорическим требованием диктатуры совести в любых обстоятельствах без исключения. Поступай так, чтобы максима твоей воли каждое мгновение могла стать принципом всеобщего закона жизни. В этом рейтинге Гёте с его загадочным Фаустом, заключившим договор с одним из злых духов демонической иерархии – Мефистофелем, каковой, однако, по мнению Гёте, все равно обречен служить добру. «Я часть той силы, – говорит Мефистофель Фаусту, – что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но тот, кто занимает в истории не только немецкого духа, но, в общем, и всей западной культуры совершенно особое место, так охарактеризовал своего предшественника Гёте. Гёте – последний немец, к которому я отношусь с уважением. Мы сходимся с ним и насчет креста. Этот кто-то Ницше. Он не просто отвернулся от креста, предвосхитив тем самым все будущие чудовищные падения немецкого духа вплоть до нацистского Освенцима. В каком-то садистско-мазохистском самоупоении Ницше объявляет о необходимости признать смерть Бога, посвятив этому свои бесспорно гениальные произведения, в которых он развивает самоубийственную идею нового сверхчеловека. «Я дал человечеству, – писал Ницше, – самую глубокую книгу, каковую оно теперь обладает, моего Заратустру». Ницше прав. Его философская поэма «Так говорил Заратустра» – одна из самых глубоких книг в истории немецкого духа, но ее автор даже не Ницше, а тот, кто вдохновил его, Ницше, назвать одной из своих многочисленных работ так: «Антихрист. Проклятие христианству». Последняя книга Нового Завета – «Откровение от Иоанна Богослова». Почти все книги Ницше – откровения гения зла, убивающего в своем сверхчеловеческом безумии Бога и признающегося в этом на грани мазохистской муки и садистской уверенности в своей правоте. В 125 главе своей новой, названной им «Веселой науки жизни», эта глава называется «Безумный человек», Ницше восклицает от имени этого безумного человека: «Где Бог? Я хочу сказать вам это. Мы его убили, вы и я. Мы все его убийцы. Но как мы сделали это? Как удалось нам выпить море? Кто дал нам губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвав эту землю от ее солнца? Куда теперь движется она? Куда движемся мы? Прочь от всех солнц? Не падаем ли мы непрерывно назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Если еще вверх и низ,
Не блуждаем ли мы, словно в бесконечном ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все сильнее и больше ночь? Разве мы не слышим еще шума могильщиков, погребающих Бога? Бог умер, Бог не воскреснет, и мы Его убили. Как утешимся мы, убийцы из убийц? И Ницше говорит: утешимся, заступив по ту сторону добра и зла в новом сверхчеловеке. Не должны ли мы сами обратиться в богов, восклицает его безумный человек. Великий немец допускает великую ошибку, потому что узаконенная им смерть Бога есть на самом деле тайна беззакония, ставшая судьбой современной западной культуры. Убив Бога для себя, она убила только себя, лишив себя будущего. Русский философ Бердяев прав, когда от имени всей русской культуры утверждает: если нет Бога, то нет и человека. И именно расчеловечивание человека стало основным мотивом всей западной литературы нового времени. И если Россия хочет сбережения народа и жизни, то ей сегодня как никогда в истории нужно помочь Богу Живаго в удержании теперь той среды бытия, в которой Христос не только воскрес, но и воскресил уже умершего друга Лазаря, как в Евангелии от Иоанна. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Он, Иисус, воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Бог в России не мертв. Поэтому Он взывает не только к нам, но и ко всему миру, включая умершего в безумии Ницше: «Выйди вон, я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Христос.